Это канал творчества для всей семьи. Винтажная ваза из мусора. Имитация малахита, сплошной декупаж на вогнутой поверхности, моделирование основы. Для этого я взяла 2 тарелки. Плотно оборачиваю их фольгой. Это поможет без усилий снять заготовку с формы. Моя ваза действительно из мусора. Это папье-маше из офисной резаной бумаги. Ссылка в описании. Основу покрываю равномерным слоем папье-маше. Толщина 6-7 мм. Как следует разглаживаем поверхность. Наращиваю края на подложке, сохраняю ту же толщину 5-7 мм. Чтобы масса получилась такой податливой и эластичной, я хорошо поработала блендером, отжала без фанатизма и в свой обычный рецепт добавила чуть больше обойного клея. С зубчиками я работала довольно долго, придавая им форму. Маленькая тарелочка, точно такое же покрытие. Сохла довольно долго, дней 10. Тут все зависит от погоды или от температуры в помещении. Продолжаю формировать края, делаю их более объемными и убираю вмятину от края формы. Немного корректирую и внешнюю поверхность. Маленькую заготовку закрываю плотным картоном. Часть бутылочки от йогурта послужит ножкой. Здесь слой папье-маше намного тоньше, примерно 2 мм. Теперь все сохло чуть больше суток.
Дала подсохнуть соединению пару часов и приступаю к финишному покрытию, которое придаст гладкость поверхности. У меня тонкая папиросная бумага, можно заменить салфеткой. Для лепнины использую бумажную глину. Безусловно, это не мусор, но это были жалкие остатки, которые надо было хоть как-то использовать. Заполняю промежутки между оттисками из самых разных молдов шариками из массы. Грунтую акриловой строительной краской. Спонжик уложит краску более ровно и уберет следы от кисти. Подойдет фоновая салфетка целиком. Как здесь. Эту вазу я сделала по той же технологии. Место проблемное. Фоновая салфетка с цветами подойдет идеально для такого сложного декупажа. Сначала только вода. Так легче разгладить салфетку. Теперь клей ПВА, разведенный водой. Убираем проплешины. Салфетка прозрачная, поэтому под каждый цветок подрисовываю белое пятно. Беру плоскую трафаретную кисть. Основной зеленый обязателен. Плюс 2-3 оттенка зелени. Желательно один металлик. Черный цвет обязателен. Постукивающими движениями полусухой кистью набиваю краску. Попеременно набираю каждый цвет. И если переборщили и получились грубые пятна, добавляем фоновый цвет. Над и под лепниной черным наношу тень.
белила очень сильно развела водой. Наношу белую патину. И тут же убираю слегка увлажненной салфеткой. Покрываю акриловым лаком. Восковым хайлайтером выделяю рельеф и лепнины. Для винтажности использую художественную патину. Она прозрачная и немного приглушит блеск. Здесь тоже немного патины. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.